Медведи – животные не только умные, но и очень хитрые. Эти качества помогают им выживать в лесу, как, впрочем, и тот факт, что у них в природе практически нет естественных врагов. Кто способен поспорить с медведем 1 на 1? Ведь другие крупные хищники обычно обитают там, где косолапые не водятся. Впрочем, и хозяину леса свойственны маленькие слабости, вроде периодической лени и тяги к сладостям. Факты о медведях. Всего существует 4 вида и множество подвидов этих животных, но у них всех есть один общий предок, живший примерно 1-2 миллиона лет назад. Самый крупный из медведей – белый. Он может достигать 3 метров в длину и весить до 800 килограммов, являясь самым крупным на Земле сухопутным хищником. На самом деле эти животные не косолапят, просто они при ходьбе слегка раскачиваются из стороны в сторону. Отсюда и появилось это прозвище. Вымерший около 12 тысяч лет назад гигантский медведь размерами примерно вдвое превосходил своих самых крупных современных собратьев. Об уровне медвежьего интеллекта говорит тот факт, что они иногда подбрасывают палки и камни в капканы, чтобы их обезвредить. У этих животных двухслойная шерсть, наружный слой защищает от воды, а внутренний помогает сохранить тепло. Малайские медведи – обладатели самых длинных когтей, которые у них вырастают до 10 сантиметров в длину. Убежать от этого неуклюжего на первый взгляд зверя практически невозможно. На коротких дистанциях они могут развивать скорость до 55 км в час, что намного быстрее, чем скорость профессионального спортсмена-бегуна. Медведи умеют лазать по деревьям, но взрослые особи обычно этим не занимаются, так как ветви не выдерживают их веса. Белые медведи, в отличие от бурых, не впадают в спячку. Милые панды, любимцы всего мира, тоже относятся именно к этим животным. Они, кстати, тоже на зиму спать не заваливаются. Белые медведи едят только мясо и рыбу, а их обитающие в менее холодном климате собратья охотно включают в свой рацион и растительную пищу. Некоторые бурые медведи любят полакомиться муравьями. Они засовывают язык в муравейник, а потом, дождавшись, когда его облепят злые муравьи, втягивают его обратно и глотают добычу. При ходьбе они опираются не на пальцы, как, например, кошки или собаки, а на всю стопу, благодаря чему могут ходить на задних лапах, в вертикальном положении. У полярных медведей кожа черного цвета, но из-за белого меха единственная черная точка на их телах, которую можно увидеть – нос. Эти же обитатели полярных широт великолепно плавают, легко преодолевая расстояние в несколько десятков километров. И это в ледяной воде. Бурый медведь способен почуять мед в пчелином улье на расстоянии до 7-9 километров. Эти звери видят окружающий мир в цветном спектре, как и люди, факты о зрении. Хитрости им тоже не занимать. Чтобы запутать охотников, они могут специально идти какое-то время задом наперед. За один присест белый медведь способен поглотить до 60-70 килограммов мяса. Медвежья спячка в среднем длится от 3 до 6 месяцев в зависимости от региона обитания. Если косолапого разбудить, он впадает в бешенство, круша все на своем пути, и начинает обычно с неосторожного бедолаги, посмевшего прервать его сон. Новорожденный медвежонок весит всего около полкило, но к моменту достижения зрелости он увеличивает свой вес в 800 тысяч раз. Если бы эти пропорции были верны для людей, то мы бы весили по 5-6 тонн. По медвежьим зубам можно определить возраст зверя в точности так же, как возраст дерева по кольцам. Живут эти звери в среднем по 25-30 лет. В неволе иногда доживают и до 50. В США и Канаде обитает около 70% всех медведей в мире. Зимняя спячка медведя может длиться до 200 суток. Готовясь к ней, медведи с осени активно запасаются жиром, причем это критично важно для медведя. Те медведи, которые не успели набрать достаточные запасы жира, не могут впасть в спячку и как следствие превращаются в медведей-шатунов. Также шатунами стают вследствие слишком раннего пробуждения медведя после зимней спячки. Медведи-шатуны очень опасные звери, в том числе и для человека, нападающие на все, что им встретится в лесу. Обычно медведи-шатуны гибнут от голода, холода или пули охотника.
Что же касается состояния обычных медведей, впавших в спячку в своей укромной берлоге, то происходящее с ними чем-то напоминает анабиоз. Пульс косолапого во время спячки снижается с обычных 55 ударов в минуту до 9 ударов в минуту. Уровень метаболизма, обмена веществ в теле медведя снижается на 53%. В это время медведи, разумеется, не едят, не пьют, не испражняются, все их жизненные процессы словно ставятся на паузу. Точный механизм того, собственно, как медведи впадают в зимнюю спячку, и по сей день является предметом научных исследований ученых-зоологов.